Для создания вот такой вот веточки декоративной нам понадобится сам холодный фарфор. Вы можете сделать свой цвет. Мне необходим именно такой малиновый. Тейп-лента, белая желательно, нитки, файлик, проволока тонкая для бисероплетения и тонкая в оплетке. Затем резак и 2 стека. Один с тупым концом, другой с острым. Вместо острого стека можно использовать зубочистку. И вот такое вот рифленое лезвие. Это лезвие у меня фимовское для полимерной глины. Они идут в наборе по 3 штуки. Жесткое, очень мягкое, вот такое вот рифленое. Ну и, конечно, масляные краски для того, чтобы протонировать немного нашу веточку. Будем делать вот такие вот листики, тоненькие, длинные, на проволочке. Они идут парного размера, то есть 2 маленьких, более крупные, крупнее и крупнее. Плюс 1 центральная, более широкая. Так, раскатываем глину. И сейчас нашим лезвием мы делаем наметки. Допустим, сначала в одну сторону, немного скругленные, и затем в другую, так чтобы получился треугольник вытянутый. И самую первую центральную мы делаем широкий треугольник. Берем резак и создаем ствол, ножку. Лишнюю глину аккуратно убираем. Берем нашу заготовку, кладем на палец, немного прижимаем, чтобы он прилип, тонкую проволочку. И с самого начала столбика мы ее вставляем хотя бы 1–1,5 сантиметра. Стараемся по центру. Наш ствол сначала зажимаем, потом сплющиваем. Берем стек с тупым концом и начинаем прижимать каждый зубчик, протягивая его
от центра к краю, создавая рисунок елочки. С одной стороны и с другой стороны. Теперь острым стеком или зубочисткой проводим центральную линию. Снизу немного проглаживаем, чтобы выделить центральную прожилку. И в таком положении оставляем. Давайте покажу на более широком листике. Так, опять приложили к пальчику, приклеили. Вставляем проволоку. Делаем столбик. И начинаем протягивать рисунок по каждому зубчику. С одной стороны и с другой стороны. У нас получается елочка. И центральная линия. Еще раз повторяю, нам необходимы парные листики, желательно почти одинакового размера. Тонировать будем уже подсохшие листики. Я это делаю всегда масляной краской. Практически сухой кисточкой набираем небольшое количество краски и мягкими плавными движениями проходим, еле-еле прикасаясь, так, чтобы выделить только верхнюю часть, верхние зубчики. И носик можно поактивнее. Тонировать лучше чуть более темным оттенком, ну или же совершенно другим, так как у нас декоративная все-таки веточка. И так каждый листик. Плавно, мягенько растираем.
Раскладываем наши листики по размеру от маленьких до крупных. Первые наши центральные листики присоединяем к проволоке и продлеваем ствол приблизительно в 1,5–2 сантиметра. Берем следующий слой листиков, проволочку кладем крестиком и скручиваем. Так легче прикреплять. Подкладываем снизу ствола, сразу распределяем листики. Первоначально проходим ниточкой, чтобы зафиксировать самое основание, место стыка ствола и листьев. И подкрутили проволоку. Для того, чтобы сгладить ствол и он стал более ровным, так как у нас тут и такая проволока, и нитка, мы буквально делаем несколько оборотов тейп-лентой. В последнее время я перешла именно на белую, в связи с тем, что слой глины на стволе тонкий, и он просвечивает и дает определенный свет. То есть глина становится светлая. Зеленый цвет, зеленая тейп-лента, конечно, немного темнит. Поэтому я рекомендую белую. Берем горошинку миниатюрную, прикладываем в месте стыка, тщательно прижимаем, прокручивая, и опускаем вниз опять сантиметра 1,5–2. Если видны трещины, проходим сначала водой и заглаживаем. Таким образом собираем все веточки, присоединяя их к стволу. В последнее время я пользуюсь именно такой техникой создания веточек. Во-первых, потому что получается плавный переход ствола от тонкого к более толстому. Видите, нет таких. Плюс, как показывает время, если просто вставлять маленькие кусочки проволочки именно в таких тонких ветках, со временем место стыка все равно надламливается. Поэтому такой вариант немного подольше, но он того стоит. Обязательно проходим тейп-лентой, чтобы у нас как раз получилась плавная толщина ствола. И обязательно заглаживаем место стыка. Теперь можно протонировать ствол кое-где.
Можно в местах стыка. А можно хаотично. Вот такие декоративные веточки. Их можно делать любого цвета. И также изгибать. Не бояться, что у нас что-то отвалится. Потому что внутри у нас есть проволока.